Друзья, всем привет! Андрей Рублев. Андрюш, мне во втором сете показалось, что были проблемы у тебя с фокусом и с передвижением. Активно выжимал носки, просил новые кроссовки. Да, действительно, немножко подсело внимание, двигаться стало не так активно, как, возможно, в первом сете, и да, вот это сказалось все вместе. То есть он, наоборот, почувствовал уверенность, почувствовал, что может зацепиться, и у него это получилось. И я стал, наоборот, больше еще меньше уверенности, еще больше там каких-то ошибок появилось и так далее, и так далее. И в итоге в секунду второй сет ушел, ну и все. На третий уже он на уверенности, я наоборот, так, все нужно заново начинать пытаться играть без уверенности и так далее. И вроде как бы были какие-то моменты, какие-то шансы. В итоге я там на 3-3 свой не реализовал, где у меня там были небольшие возможности на его подаче. Он на моей в итоге реализовал. Ну и все, и потом был еще шанс вернуться, не вернулся. Угу. Вот как раз третий сет, счет 3-3, ты подаешь по счете по 30 и ровно, просто блестящие вайт-подачи. Просто было ощущение, что ну вот точно, это твой розыгрыш. Нищока возвращает вот эту полусвечу, полусоплю. Ты вместо того, чтобы идти вперед, два раза остаешься на той же позиции. Да, 2 раза остаюсь на той же позиции. Это главные ошибки были вот в этой концовке? Нет, это не главное, это уже когда... Как сказать, когда, условно, соперник твой чувствует кураж, чувствует все, что получается, у него идет игра, оно и складывается в его сторону. Залетают какие-то вот эти свечки под заднюю линию и попадают, какие-то там подачи вдруг пошли, эйсы. Как бы все начинает в его сторону складываться. В моем случае, когда ты зажимаешься, когда ты начинаешь осторожничать, там, суетиться, то, понятное дело, сразу все разваливается. И оно так и работает, и поэтому... эти свечки, но это, как бы, понятное дело, можно было там рискнуть, ударить их как-то смешем или еще что-то, но опять же... Ты пару раз так делал уже после этого? Пару раз после этого дела. До этого гейм был, когда я 3-2 вел, у меня был по 15, такая же свечка, я ударил смешем, ободом туда. И когда у тебя эти мысли 3-3 ровно, сейчас в задней линии рисковать какой-то смеш, который там летит очень высоко вниз, пытаться, солнце и все это, какая вероятность, что я попаду, либо дать ему отпуститься, сыграть спокойно и пытаться там заново что-то создавать. И поэтому, как бы, вот эти, когда мысли крутятся, уже ничего хорошего не будет из этого. А на бумаге все выглядит не очень, да? Вот такой заголовок: Андрей Рублев проиграл 181-й ракетки мира. Да. Но вот я с огромным уважением отношусь к таким игрокам, как Нишиока. Прям вот я восхищаюсь. Они выживают максимум из себя, максимум из соперника, из тебя. То есть физически прям суперсложный матч. Вот можешь описать идеальный поединок против такого теннисиста, как Нишиока? Да, идеальный поединок, да, на самом деле все просто. Эти игроки, они сложны, когда ты даешь им играть. Тогда они сложны, потому что они начинают все доставать, все тянуть, у них быстрые ноги, то есть они еще... Когда ты начинаешь диктовать свой уровень игры, свой стиль игры, когда ты входишь, не даешь им возможность, играешь агрессивно, что они постоянно под давлением, то как бы тогда и они сразу сыпятся. Ты можешь, уже несколько раз произнес эту фразу, можешь мне объяснить на пальцах, на человеческом, на моем языке, ты меняешь свою игру, ты меняешь свой стиль. Тебя уже раскусили, прочитали, поняли, достиг своего лимита, как ты сказал, да? Вот что нового конкретно на пальцах, чтобы я поняла? То не то, что меня раскусили, прочитали, а как бы просто это уровень игры выжил себя, все. То есть как бы либо это оставаться и вот там мешкаться где-то в топ-20, пока там не будет все больше и больше молодых, которые тебя будут все дальше и дальше откидывать, либо это пробовать кардинально все менять и как бы вот такой вот последний, не последний, но какой-то шанс себе дать на второй остаток карьеры. Ну а что менять? Объясни, да, я не понимаю. Ну вот хорошо делать что-то похожее, что делал Синер Алькарас. Больше их матч, значит, получается, надо смотреть. Мне, чтобы понять, я про себя. А может ли удачное выступление в паре немножко сгладить твое послевкусие от одиночки? Да нет какого-то послевкусия. Просто, наверное, какое-то уже, что
все как есть, как есть. Сейчас самое главное просто с правильной головой правильные вещи делать вне корта и на тренировке, и все, и уже готовиться к следующему сезону. Пара, да, вообще, как будет, так будет. Выиграем, супер, не выиграем, ничего страшного. Ну, а на концовку года у тебя какие ощущения? Ты вот сейчас чувствуешь, что из последних сил просто доживаем вот эти несколько там месяцев, недель? Не. Или ну что тогда? Да нет, не чувствую, что из последних сил даже какие планы на концовку сезона. Просто хотя бы да нет никаких планов, просто доиграть спокойно, как есть, бороться, пытаться, как бы если что-то получится вдруг сыграть супер, то вообще отлично, еще и что-то сыграть до конца сезона, что-то классное, какой-то показать результат, это было бы супер, но как бы суть это не меняет, то есть есть задача, которую хочу выполнить, хочу, как я сказал, дать себе на вторую часть карьеры шанс дойти дальше, чем я доходил в первой части карьеры, а для этого нужно все менять. Вот поэтому хочу дать себе этот шанс, рискнуть, все поставить, и как сложится, так сложится. Спасибо, Андрюш. Всем. Андрей Рублев. Спасибо.